Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы сильно не растерялись. Узорчики собраны на небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Отдельный привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Спасибо большое за ваши комментарии. Всегда очень приятно читать. Я сегодня к вам с новым узорчиком. С этими ниточками мы уже работали, да? Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальны. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Вы большие дизайнеры. Берите и летнюю, и демисезонную, и зимнюю пряжу. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я расскажу новичкам, кто еще не работал с такими ниточками. Смотрите. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. Это 75% акрил, 20% шерсть и 5% это металлик. Крючок нам советуют брать производители от двоечки до четверочки. И сразу же, пока не забыла, назову вам цвет. Смотрите, цвет 27. Нежно-нежно-розовый и вот с такой вот блестящей ниточкой. На камеру передается, как он есть на самом деле. Я данную пряжу уже вязала и вязала крючком номер 3. Вот такую рабочую лошадку я сегодня решила взять. Вот, крючком номер 3. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете рекомендации от производителя по поводу крючка, подбираете согласно своей плотности, ну и эффекта, который вы хотите сделать от крючка. Получается, если хотите более воздушное вязание, берете крючок потолще. А если более плотное вязание, крючок потоньше. Вот и вся как бы премудрость. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта, это получается 32 воздушные петельки, и еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, ну а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В самом начале у нас петелька фиксации, мы ее при наборе петелек не считаем. Далее я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот, мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, сделаем вспомогательный ряд. Столбики с накидом провяжем. Кто-то может провязывать столбики без накида, полустолбики с накидом, на ваше усмотрение. Но новички обязательно провяжите, потому что в воздушных петельках вы запутаетесь, а в столбиках точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид в следующую петельку цепочки по порядку. Точно так же столбик с накидом. Накид в следующую петельку цепочки. Точно так же столбик с накидом. И так вот вы шагаете, провязываете в каждую петельку цепочки столбик с накидом. И сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу получается ровно столько, сколько вы, получается, набирали изначально в цепочку. В моем случае 33 петельки я набирала в цепочку, значит у меня получится 33 столбика. Вот такая легкая математика. Не забывайте, что первые 3 петельки это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В четвертый нырнули и провязали столбик без накида, 2 петельки вместе. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три.
Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. Из 4-го столбика вот так вот, оп, нырнули. Провязываем столбик с накидом. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. Получается вот такая вот рогаточка. Далее повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И опять провязываем точно такую же рогаточку. Столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. И вернулись сюда же. Провязываем столбик с накидом 2. И вот так вот чередуем рогатка, столбик, да. Вот у нас как бы в начале ряда пол рогаточки, да. Рогатка, столбик без накида. Рогатка, столбик без накида. Рогатка, столбик без накида и так далее. И везде воздушные петельки в количестве 3 воздушных петелек. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречу вас. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. И мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Здесь у нас 2 столбика с накидом, да? И здесь получается 2 столбика с накидом. Все, несложно. Итак, дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого получается 6 воздушных петелек. А теперь будьте внимательны. Смотрите, мы делаем накид. Так, вот идем к нашему второму столбику. Смотрите, захватываем вот таким вот образом, сзади наперед, столбик перед крючком. Так, захватываем ниточку и протягиваем. Есть. Дальше, смотрите, подтягиваем вот так вот в высоту, как бы, ну, приблизительно столбика с накидом. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Еще раз вокруг столбика танцуем, точно так же. 2. Накид. Точно так же. 3. Накид. Точно так же. Аккуратненько берем столбик. 4. И накид. Точно так же делаем. 5. Теперь все вместе провязываем до 2 петелек на крючке. Видите? И потом 2 петельки вместе фиксируем. Вот такой пышный столбик по итогу получается. Далее накид. Мы перепрыгиваем вот нашу арочку, столбик, арочку до рогаточки. Вот первая ножка рогатки. И провязываем точно такой же пышный столбик. Захватываем столбик вот таким образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку на высоту столбика. Раз. Накид. Точно так же вокруг столбика танцуем 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. Аккуратненько, чтобы лишнего не захватить. 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. И у нас получается вот такие вот 2 пышных столбика, которые как бы смотрят друг на дружку. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот мы первую ножку нашей, да, рогаточки провязали. В центр рогатки провязываем столбик с накидом. Дальше опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И теперь будем провязывать пышные столбики вот ко второй ножке нашей рогатки. Перепрыгиваем к следующей ножке, получается, к следующей рогатке, к первой ножке. Поняли? Смотрите. Итак, ножку рогаточки вторую обвязываем, так скажем, танцуем вокруг нее. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И сразу же перепрыгнули к следующей рогатке, к следующей ножке, получается. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали и 2 петельки вместе зафиксировали. Видите, что по итогу получается? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В центр нашей рогатки нырнули, провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять провязываем точно так же. Пышный столбик, пышный столбик. Поняли, да? То есть вот повторяете все то же самое до конца ряда, а в конце ряда встречаемся. Договорились?
Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота начинает у нас появляться. И закончили мы ряд, смотрите, да, все по порядочку шли, провязали пышный столбик, вот в предпоследний столбик, 3 воздушные петельки и в самый последний столбик провязали столбик с накидом. Несложно. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И вот, получается, между нашими пышными столбиками ныряем, да, и провязываем столбик с накидом. Раз, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же обратно опять вернулись и провязали второй столбик с накидом. У нас получается с вами вот такая вот рогаточка. Видите? Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Направляемся вот к нашему столбику одиноко стоящему. Беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. Видите? Столбик без накида, рогатка, столбик без накида. Это мы с вами повторяем самый первый ряд просто со сдвигом в шахматном порядке. То есть мы повторяем первый ряд. 3 воздушные петельки. Вот между пышными столбиками вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. И сюда же опять ныряем и провязываем столбик с накидом 2. Рогатка. 3 воздушные петельки. И там, где у нас стоит один столбик с накидом, в него провязываем столбик без накида. Все понятно, да? Вот такой вот очень легкий ряд. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, опять наш ряд рогаточки, столбики готов. И закончили мы ряд. Вот, помните, у нас были 3 петельки подъема и 3 петельки по узорчику, да? Всего 6 петелек. Вот в третью петельку подъема мы провязали столбик без накида. На этом наш ряд закончился. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы будем с вами провязывать точно так же, как второй ряд, да? То есть пышные столбики. Единственное, что мы точно так же будем смещаться в шахматном порядке. Вот первая ножка нашей рогатки. Мы шагаем в нее. Накид. Смотрите, сразу же провязываем. Раз, накид. Вокруг ножки танцуем. 2, накид. Сюда же. 3, накид. 4, накид. 5. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки затем зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В центр нашей рогатки, да, вот в эту арочку провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вторую ножку провязываем точно так же, пышным столбиком. Причем рельефным, да, поняли, что мы так вот захватываем, как рельефный лицевой столбик. 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Понятно? И опять, смотрите, когда мы с вами провязали пышный столбик, мы сразу же переключаемся на следующую рогатку. То есть мы пропускаем наш столбик без накида и сразу же провязываем следующую рогаточку пышный столбик. То есть мы повторяем второй ряд, просто он будет у нас в шахматном порядке. Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот какие объемные цветочки у нас начинают появляться. Вот такая вот нежная сирень. Видите? И как мы заканчиваем наш ряд. Вот наш лепесточек, пышный столбик, да? И в столбик без накида предыдущего ряда мы провязали столбик с накидом. Все, ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема, поворот, накид. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наш столбик с накидом. Ныряем в верхушку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять, смотрите, шагаем между нашими пышными столбиками, лепесточками, провязываем рогатку. Столбик с накидом. Раз, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. То есть мы, если внимательно посмотрите, повторяем прям точь-в-точь самый первый ряд. Мы точно так же начинали вязать. То есть наш узорчик, по идее, состоит всего лишь только из 2 рядов. Вначале мы делаем рогаточки, потом лепесточки. Потом сдвигаемся в шахматном порядке и провязываем те же самые рогаточки и потом лепесточки.
Поняли, да? Вертикальный раппорт узорчика получается 4 ряда. 1, 2, 3, 4 и так далее. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. До нужного размера провязывайте. Это у нас получается изнаночка, да? А там, где у нас рельефные, мы провязываем вот такие вот пышные столбики, это получается лицевая сторона. Для тех, кто умеет работать со схемкой, я сюда приложу схемку. Схемка красочная, яркая, очень понятная. Смотрите, сами себя контролируйте. Для тех, кто не умеет вязать по схемке, посмотрите, мы уже все элементы с вами провязали. Посмотрите, что очень удобно показано цветными, получается, пышными столбиками, да, и воздушные петельки зелененькими цветом и так далее. Посмотрите. То есть вы поймете, что очень просто и легко вязать именно вот по данной схемке. Вообще все понятно. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что получится очень даже шикарно. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у нас получается. Похоже, скажите, на сирень, да? Весна, нежный такой цвет. Конечно, вы можете выбрать любой другой цвет, у вас будут другие, конечно, ассоциации, правильно же? Смотрите, изнаночная сторона. То есть она ровненько, аккуратненько, но она изнаночная, да? Получается узорчик односторонний, а объемчик весь на лицевой стороне. Как вам? Смотрите, из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется, и вот так вот получается тоже не очень сильно тянется. То есть он вроде как бы и дырчатый, но в то же время и объемный, да? Вот такое интересное сочетание. Кто вязал данным узорчиком? Рассказывайте, что вязали. Кофточки или кардиганчики, возможно, палантинчики. Если это были, может быть, летние ниточки, интересно, как будут пышные столбики выглядеть из летних ниточек. Может быть, это были у вас интересные парео, да, пляжные, различные тунички. Может быть, это какой-то интересный топик был или маечка. Пишите в комментариях, нам будет очень интересно, с каких ниточек вязали. Ну, а если не вязали еще данный узорчик, подбрасывайте идейки, что можно связать. Где вы видите данный узорчик, шарфики, да, возможно, демисезонные зимние ниточки, почему бы и нет. Не забываем, что узорчик мы крутим, вертим, да, как нам больше нравится, так мы его и делаем. То есть нас здесь никто не ограничивает, правильно? Вот. Но опять же, ниточка может быть и меланжевая, и секционная ниточка может быть вы сделаете разные рядочки разными цветами, то есть, возможно, остаточки ниточек у вас идут. В общем, ваша фантазия не знает границ. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Ну, допустим, да, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Так, у меня это получается сегодня вот, ну, практически 16 сантиметров. Так, а тут получается первый ряд наборный, а потом, если мы будем считать вот по нашим пышным столбикам, то это получается 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. Ну и первый 11. Так, это, смотрите, 11 сантиметров, видите? Вот, 11 сантиметров. То есть как бы у нас 11 рядочков и такое же количество сантиметров. Если вы будете делать палантинчик, не забывайте сделать по краешку вот точно такую же как бы рамочку, да, то есть дополнительно будет у вас сделаны как бы, ну, назовем их кромочные, да, петельки. Кромочных нету в вязании крючком, только вязание спицами, ну, вот так вот назовем их. Как вам сегодняшний узорчик? Надеюсь, что понравился. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Кто еще этого не сделал, много зрителей, которые смотрят видео, но на канал не подписываются. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вы тоже можете сделать себе плейлисты и сохранять туда понравившееся видео. Смотреть в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.